Добрый день, уважаемые трейдеры! В этом видео мы разберем торговую стратегию Форекс, которая называется Такарамоно. Стратегия эта основана на графике Renko, и более подробное ее описание, а также инструкцию, как получить график Renko в терминале MT4, вы можете узнать на сайте strategifoyu.ru. Также на этом же сайте можно скачать и шаблон для терминала MT4 к данной стратегии и требуемые индикаторы. Итак, после того, как мы получили график Renko, причем валютная пара у нас американский доллар, японская иена, временной интервал, как вы понимаете, здесь значения не имеет, размер кирпича у нас равен 10 пунктам, нам потребуется установить на график следующие индикаторы. В первую очередь это экспоненциальная скользящая средняя с периодом 7. Далее мы устанавливаем на график индикатор SMC4 Scalper Candles. Этот индикатор у нас окрашивает кирпичи в соответствующие цвета, в красный или зеленый. И, наконец, индикатор QQE-ADV с параметрами 2, 11, 2. Да, забыл уточнить, у индикатора SMC4 Scalper Candles параметры по умолчанию, то есть ничего изменять не требуется. Итак, с индикаторами разобрались, теперь давайте разберем, каковы же условия для входа в рынок. Мы должны обнаружить ситуацию, когда очередной кирпич пересечет снизу вверх, это мы рассматриваем пример для покупки, скользящую среднюю с периодом 7. Причем, если этот кирпич будет окрашен в красный цвет, то мы пока не рассматриваем варианты входа в рынок, а как только мы получаем уже окрашенный кирпич, окрашенный в зеленый цвет, это может быть как раз и кирпич пересечения, в любом случае, то есть после пересечения первый кирпич, окрашенный в зеленый цвет, дает нам сигнал на вход в рынок. После этого мы обращаем внимание на индикатор QQADV. Его сигнальная линия, это красная пунктирная, должна находиться ниже его основной линии, это синяя жирная линия. Причем это должно происходить именно на этой свече, а не чуть позже, например. То есть уже ждать мы не будем этого индикатора. Если это условие выполняется, то заключаем сделку. Нет, то мы в рынок просто не входим. И еще одно важное условие. У индикатора QQADV мы должны добавить два уровня. Это 48 и 52. Так вот, для того, чтобы рассматривать покупки, его основная линия должна находиться выше уровня 48. Как видите, это условие у нас также выполняется. Мы входим в рынок на открытии следующего кирпича. Стоп-лосс по данной стратегии фиксирован и равен 20 пунктам. Take Profit равняется 100 пунктам. Но большинство сделок закрываются по другому условию. Это условие гласит, что как только сигнальная линия индикатора QQE оказывается выше его основной линии, мы из сделки обязательно должны выйти, даже если она будет в отрицательном положении, то есть сделка далеко не уйдет, а цена окажется в минусовой зоне, мы в любом случае при пересечении в обратном направлении линий индикатора QQE должны выйти с рынка. Как видите, это условие у нас выполнилось на данной свече, цена не проходила 100 пунктов, не хватило ей примерно 7 пунктов до take профита и развернулась, попыталась пойти вниз. Мы вышли на пересечении линий индикатора QQE, заработали в этой сделке порядка 70 пунктов. Вот обратите внимание, кстати, случай, когда мы не входили бы в рынок, хотя вроде у нас и кирпичи оказались уже выше скользящей средней, и окрашен у нас кирпич в зеленый цвет. Сигнальная линия индикатора QQ находится ниже основной линии, но основная линия находится ниже уровня 48, поэтому в эту сделку мы уже не входили. Теперь давайте рассмотрим примеры для продажи. Здесь, в принципе, аналогичные условия, только в обратном направлении. Мы ждем, когда очередной кирпич закроется ниже экспоненциальной скользящей средней с периодом 7. Очередная свеча окрашивается в красный цвет, то есть первая же окрашенная цвета в красный цвет, это является сигналом для входа в рынок. Далее мы обращаем внимание на индикатор QQE. Здесь сигнальная линия должна находиться выше основной линии, а основная линия в свою очередь должна находиться ниже уровня 52, что у нас в данном случае и выполняется. Мы на закрытии данного кирпича, либо на открытии следующего кирпича, кому как удобно, открываем сделку на продажу. Стоп-лосс точно так же равен 20 пунктам, take profit на расстоянии 100 пунктов, а выходили и в данном случае мы при обратном пересечении
линии индикатора QQE. Вот обратите внимание, сигнальная линия оказалась ниже основной линии. Таким образом, это уже сигнал к развороту, и мы выходили из данных продаж, заработали в данной сделке мы порядка 50 пунктов. Вот, в принципе, вся данная стратегия, она достаточно простая в применении, но все-таки потребует достаточно времени для отслеживания сигналов и сопровождения сделок. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Гаспарян. До свидания.